Этой даты Карина Малышкина ждала с нетерпением. Через 3 дня она должна была выйти замуж за самого умного, красивого и внимательного мужчину. Свадебное платье было давно куплено и висело в комнате невесты на самом видном месте. Наряды для подружек висели рядом. Эта свадьба должна была стать самой лучшей свадьбой на свете. Торт пек известный кондитер, а развлекать 200 приглашенных гостей наняли целый оркестр. Огорчало Карину только одно: она очень не хотела расставаться со своей фамилией. Ведь теперь ее никто не будет звать малышкой, как раньше. Через 3 дня она должна была стать Кариной Ивановой. На этом настаивал ее будущий муж Кирилл. Они познакомились, когда он пришел в ее ресторан отметить свой день рождения с друзьями. Короткий разговор за барной стойкой перерос в бурный роман, и вот спустя всего лишь 2 месяца после знакомства Кирилл сделал Карине предложение. Ей завидовали все подружки. Мало того, что жених был необычайно хорош собой, так он еще был и сказочно богат. Ему принадлежала сеть стоматологических клиник по всему городу. Родители Карины были рады. Наконец-то их дочь нашла себе достойную пару, ведь сама Карина тоже была успешным ресторатором. Вложив когда-то свои последние деньги в разорившийся ресторан, за короткий срок она смогла превратить заведение в очень прибыльное и модное место. Против этой свадьбы была только бабушка Карины. С первого взгляда она не взлюбила Кирилла и была категорически против брака. Жених внучки настолько не понравился Лидии Федосеевне, что она даже отказалась ехать на свадьбу. Однажды вечером, чтобы уговорить бабушку, Карина поехала к ней в загородный дом. Она была уверена, что сможет убедить пожилую родственницу в том, что та не права. Бабушка была очень рада внучке, которую не видела несколько недель. В загородном доме было все как в детстве. Даже комната Карины с тех пор не изменилась. На стенах висели плакаты некогда популярных групп, а на кровати между подушек красовался ее плюшевый заяц, без которого Карина когда-то не могла уснуть. Вечер был поздний, и бабушка предложила внучке все разговоры оставить на завтра. Выпив чая с печеньем, родственницы разошлись по своим комнатам. После долгой дороги Карину клонило в сон. Но прежде чем уснуть, она позвонила своему жениху по видеосвязи. Какой же он был красивый. Карина уже почти уснула, как неожиданно дверь ее комнаты приоткрылась. Девушка открыла глаза. Наверное, бабушке не спится, и она решила заглянуть в комнату внучки, подумала Карина. Комната наполнилась ароматом корицы, и сомнений в том, что это бабушка, у внучки не осталось. «Бабушка, заходи», — сказала Карина. Но в комнату никто не вошел. Она включила светильник у кровати и вздрогнула. Из-за двери в самом ее верху торчали чьи-то некрасивые зубы. Спустя несколько секунд дверь еще раз скрипнула, приоткрылась, и в комнату заглянул череп лошади. Карина оцепенела от ужаса. Она натянула одеяло на лицо и крепко сжала своего плюшевого зайца. Сквозь одеяло она почувствовала, что ей в лицо кто-то громко дышит. Девушка стянула одеяло вниз и прямо перед собой увидела огромную голову лошади, которая на длинной шее висела прямо перед Кариной. Жидкая грива покачивалась из стороны в сторону. Пустые глаза лошади моргнули. Девушка закричала от ужаса. От этого крика Карина проснулась. Она поняла, что это всего лишь сон, и на самом деле никакая лошадь с длинной шеей в комнату к ней не заглядывала. В спальню ворвалась бабушка, которая прибежала на крик. В руках она держала биту. Внучка извинилась и сказала, что это был всего лишь страшный сон. Уходя из комнаты, бабушка принюхалась и громко чихнула.
Она сказала, что ненавидит запах корицы. Карина была в шоке. В комнате и правда пахло корицей, так же, как и в ее жутком кошмаре. Остаток ночи она провела без сна. На следующее утро за завтраком Карина еще раз подняла вопрос о своей свадьбе. Она все еще хотела, чтобы бабушка присутствовала на ее торжестве. Но Лидия Федосеевна была категорически против. Она продолжала утверждать, что жених внучки ей категорически не нравится. Бабушка и внучка поругались. Карина ушла к себе в комнату. После бессонной ночи ее клонило в сон. Она закрыла глаза, и неожиданно комната опять наполнилась запахом корицы. А в комнате вдруг стало темно и мрачно. Девушка резко села. В комнате никого не было. Дверь была закрыта. Но где-то справа Карина услышала уже знакомое ей тяжелое дыхание. Она повернула голову и увидела, что через окно в ее комнату медленно вплыла голова лошади. Длинная шея все никак не заканчивалась. С громким хрустом костей эта шея, как удав, стала складываться в кольца прямо над сидящей на кровати Кариной. Лошадь медленно опустила голову вниз и пустыми глазами стала смотреть в лицо девушки. Сердце Карины сжалось от ужаса. «Проснись, проснись!» – твердила она себе, но сон никак не прекращался. Тогда девушка набралась смелости и, что есть силы, ударила лошадь по голове и от резкой боли в руке проснулась. Комната была пуста, лошади не было. Девушка подняла руку и увидела, что на ней синяк, как раз в том месте, которым она ударила лошадь по морде. Карина достала телефон и стала искать в интернете разгадку своего сна. Первый же заголовок сообщил ей, что лошадь на длинной шее снится к большой беде. Девушка спустилась вниз и приложила к руке пачку замороженной фасоли, чтобы унять боль. Бабушки нигде не было. Чтобы доказать себе, что это всего лишь сон, девушка достала из холодильника яблоко. Все лошади, даже странные, любят яблоки. Карина решила, что если в следующем сне лошадь съест яблоко, то значит это не сон, а какое-то паранормальное явление. А если яблоко останется нетронутым, значит это просто кошмар. Поднявшись в комнату, она закрыла глаза и попыталась уснуть. Но сон не шел. Карина достала из тумбочки книгу и начала читать, сама того не заметив, как уснула. И снова в ее комнате появилась лошадь. В этот раз голова ее выплыла из-под кровати. Карина не стала пытаться проснуться. Она нащупала рукой яблоко на тумбочке и протянула его лошади. И тут она увидела, что у животного нет нижней челюсти. Лонгхорс, а именно так называли лошадь в статье про сновидения, склонила голову к яблоку, принюхалась, вытянула голову вперед и насадила яблоко на свои острые передние зубы. Под скрип своих костей лошадь скрылась под кроватью, и Карина услышала хруст яблока. Она нагнулась вниз, чтобы посмотреть, как же эта лошадь без нижней челюсти умудряется есть, и неожиданно упала с кровати. Придя в себя, она увидела, что под кроватью лежало обгрызанное яблоко. Сомнений не было, ей действительно грозила какая-то беда. Карина спустилась вниз. За столом сидела бабушка. В руках у нее был карандаш. Она сообщила, что готова пойти на свадьбу, если внучка подробно расскажет ей о своем будущем муже. Карина облегченно вздохнула. Бабушка спрашивала, знакома ли Карина с родителями Кирилла, но она была не знакома.
интересовалась и образованием будущего зятя. Но и об этом Карине ничего не было известно. Когда Лидия Федосеевна спросила, есть ли у ее жениха братья или сестры, Карина поняла, что ничего не знает о своем будущем муже. Зато внучка смогла назвать дату рождения Кирилла и номер его автомобиля. Бабушка что-то писала в своем блокнотике. К себе домой Карина ехала очень поздно и была обеспокоена. Она набрала Кирилла по громкой связи и стала задавать ему вопросы бабушке. Жених на том конце провода заволновался. Сбивчиво он стал рассказывать, что с родителями не общается, что закончил медицинский институт, а братьев и сестер у него нет. Карина облегченно вздохнула. Как она могла не доверять своему жениху, человеку, которого она так любила? Машина повернула за поворот, и неожиданно в свете фар она увидела длинную шею с костлявой головой лошади, на голове у которой висела ее свадебная фата. Лошадь тянулась откуда-то из кроны дерева. Карина резко нажала на тормоз. Ремень безопасности впился ей в плечо, и она неожиданно очнулась. Девушка сидела в машине на пустой дороге. Никакой лошади впереди не было. Она просто задремала за рулем и чуть не погибла. Наступил день свадьбы. В белоснежном платье с вуалью на лице, под руку с отцом, она шла вдоль рядов гостей, которые собрались в церкви. Невеста была необычайно хороша. Глаза влюбленных встретились, и последние сомнения растаяли как дым. Священник начал свою службу. На словах «Есть ли в зале те, кто против этого союза?» неожиданно встала девушка и сказала, что она против этого брака, потому что жених аферист. Следом за ней поднялась еще одна девушка и тоже сказала, что она против этого брака, потому что жених преступник. Затем встала еще одна девушка и сказала, что жених не может жениться, потому что женат на ней. Карина подняла вуаль. Никого из тех, кто встал, она не знала. В церковь вошли полицейские и бабушка невесты. На руках жениха защелкнулись наручники. Гости ахнули. Такого никто не ожидал. Спустя час Карина узнала, что ее жених оказался аферистом, который по поддельным паспортам женился на богатых девушках, обворовывал их и сбегал. Полиция несколько лет пыталась выследить его, но каждый раз ему удавалось скрыться. Бабушка обняла внучку и призналась, что это именно она обратилась к своему старому другу, который служил в полиции, и попросила выяснить, кто же на самом деле ее будущий зять. Полиции удалось связаться со всеми обманутыми девушками, которые согласились не только дать показания против афериста, но и приехать на свадьбу, чтобы доказать Карине, что она совершает ошибку. Внучка подняла заплаканное лицо и спросила, не бабушка ли натравила на нее страшную лошадь без нижней челюсти. Но бабушка только удивленно пожала плечами. Наверное, рассудок внучки помутился от горя. Она еще крепче обняла Карину, сердце которой было разбито вдребезги. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!